Так, ну всем доброе утро, друзья. Река Западная Двина, рыбалка. Сегодня будет простая, твичинг. Добираюсь к месту ловли. Осадков больше не передают. С утра был небольшой дождь, но вот в дождь я решил не выбираться, чтобы не замочить камеры, ну и чтобы поснимать. Вот. Сейчас добираюсь до пристани, смотрим обстановку и выбираемся. Так, ну вот, друзья, мы уже на нашей пристани. Так, сыровато, мокровато, но ничего страшного. Сейчас поставим мотор, посмотрим, что тут у нас с моим баркасом. В общем, отдал же я свою лодку, кто не смотрел. Решаются там дела мои по лодке. Не знаю, пока бодаются производители не отдавать деньги. Но вроде сказали, будут переклеивать дно. Но поскольку, как они мне просто не могли швы подклеить, не знаю, как они переклеят это все. Но если там ничего не сделают, уже точно через суд будем все решать. Вот. Ну а по поводу, если что-то другое взять, посоветовали мне тут много кто пишет в группах других. Спасибо большое. Либо Амазония белорусская паёлка, либо какой-нибудь аквилон НДшка. Но не знаю, привык к НДшкам, не знаю, на паёл стоит переходить, не стоит. Да, лафет есть, я знаю, вы пишете комментарий, что жесткий корпус, рип, ну, цена, конечно, кусается. Проще две лодки съездить паёльных, чем одного риба. Вот. А условия не позволяют взять жесткий корпус. Там нужно и потом лафет какой-нибудь будет менять, если какой-то хороший корпус, и мотор другой. Поэтому не знаю, пока так. Поэтому, ой, мошки летят. Поэтому, друзья, не знаю, такое состояние, знаете, немножко расстроено. Вроде сезон, и вот занимаешься вот такой ерундой. Ну ничего, главное, что вот есть старая лодка проверенная. Ну, для Двины нормально. На водоемах на такой лодке опасно выбираться, конечно. Вот. Вот поэтому, что я говорю, если взять какую-то по цене там 7-8 белорусских, как вот говорили, тактики всякие или что, ну небезопасные лодки все равно. Какие-то блоки плавучести надо делать. А может, кто катается на этих лодках, пишите в комментариях. В общем, взял сегодня по минимуму мотор, твичинговую палочку Lucky John Vanrex, немножко вещей, бензин, сидушку, якорь, все. И хочу попробовать немножко, может, подорожить, проехать, посмотреть. Эхолот не брал тоже, потому что уже угол струбцин изменен, тут надо настраивать. Забил, просто хочу как старые добрые половить. Так что простая рыбалка сегодня. Смотрим, что из этого получится. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Поехали. Так, ребят, пока тут собираюсь, может, кому интересно, Западная Двина. По удочке пока тоже тишина. Что-то плотва не хочет совсем отзываться. Но вот надеемся, что уровень сейчас упадет и начнет проклевываться. Вот кто ходил, пока тоже тишина. Но в этом году погода ужасная. Поэтому пишите в комментариях, кто на Западной Двине рыбачит. От Витебска до границы латвийской. Как у вас вообще дела в этом году по рыбе? Будет интересно почитать. Так, ставлю мотор, ребят. В общем, 9,8, 2 такта. Еще вот справляюсь. Стоит ли вообще, ребят, переходить на какие-нибудь другие моторы помощнее? Вот все думаю. Надо оно это или нет. Ну вот. И если переходить на какой? Двухтактный там или четырехтактный по мощности. Там пятнашку какую брать или уже пятнашка двухтактная не очень. Какой-нибудь четырехтактник надо. Ой, не открутил. Ну, на лафете понятно. Вот если вот в таких условиях стоит ли менять, или мы уже как бы... Точнее, не мы, а я зажался. Честно, вот когда я продавал 2,5 и купил себе 2,5
немножко сейчас жалею, что его продал. Вот для таких условий, как замена мотовесла, было бы хорошо. Пришел, поставил, баночку с собой бензина взял, бутылку, полторашку, и поехал. А вот этот, ну, на пределе уже. Так что все, греем мотор и едем. Так, ребят, в общем, все, отправляюсь. Но какой-то начинается дождик. Надеюсь, не будет его. Ветрено. Попробую сейчас пройти дорожкой, как в старые добрые, потягать. Ну, а потом твичингом. Ветер как раз западный. Не будет мне давать сильно быстро спускаться. Обычно я поднимаюсь вверх по течению и сплавляюсь. И будет, я думаю, все у нас четко. Рыбачить сегодня буду на палочку. В том году купил к концу сезона Lucky John Vanrex. Вот, твичинговый тест 7.28, длина 2.23. В том году неплохо разловился. Были щуки хорошие у меня. Чувствительный спиннинг, в принципе, за эти деньги отрабатывает четко. В паре с катушкой Ryobi Exia 3000, шнур EGK 1.2. По-моему, 8-жильный. Эх, ребят, первый блин комом, как всегда. На ПВХшке, когда ездил на прицепе, зажимал болт, чтобы мотор не крутился. Надо ослабить, а то очень тяжело руль ходит. Румпель крутится. Сейчас выплыву, как раз ключи у меня там вроде были в тракторе. Да, хорошо, когда вот это все на лафете собрано, приехал, скинулся. Не надо тебе ерундой заниматься, но вот как что-то пошло не так. И все. Ладно, сейчас все мы сделаем. Вот набор ключей возьмем. Вот. А так у меня ключи всегда были с собой. Как раз и дождик прошел. Нормально. Так, ребятки, в общем, выбрался на позиции. Распогаживается. Ставлю вот такого салмовского карасика. И вдоль травки сейчас пойдем попробуем. Поводок, струна, скрутка. Думаю, у нас все получится. Ох, ребята, что-то село у меня хорошее. Только был такой тычок и еще что-то. Ну, очень хорошее. Ого. Так, надо мотор поднять. Или щука, или сом. Ого. Фу. Хоть бы посмотреть, что там. Ветер такой сильный. Неподъемный. Крючки там, походу, сом, друзья. Крючки там слабые, по-моему, не менял я. Может, нормальные, тупые. Главное, чтобы не сошел. Да, друзья, сом. Ох, 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 ох. Сом. Ох, ох, ох.
килограмма 3 такой. Но на него запрет. О, хорошо, что Ванрекс маленький, удобный, маневренный. О. Ух ты, бля. О. И как назло, так, тихо, тихо, тихо. Фу. Опа, в домике. Фу. Да. Фу. Есть, друзья. Фу. Фу. Немножко дух перевести. Такого салмовского воблера. Нормально. Килограмма на 3, я думаю. Сейчас взвесим. Фух, лайки Джон Ванрекс. Была сначала так тык поклевка, потом добрал тук-тук и все, и потянул. Фух, класс. Ну вот, друзья, 5100. Если будет видно, 5100 завесил. $500. Красота. А мне показалось, что он поменьше. Ну, сейчас сделаем пару фотографий, друзья, обязательно. И будем выпускать. В общем, 5100 сфотографировался. Ну и надо нашего бедолагу отпускать. Запрет. Пускай живет. Такая рыба должна жить в Двине. Ну, раньше по 5 килограмм ловили, казались они какие-то побольше. Но он такой здесь мясистый. Поэтому спасибо ему большое за поклевки. Смотрите, усы какие. Бедолага замученный. Да, удовольствие мне доставил огромное. Спасибо тебе большое. После всех этих лодок, лафетов неудачных, тут переделок, вот, просто получил удовольствие. Класс. Сейчас будем отпускать. И покрупнее покажу крупным планом. Вот такой воблер салмовский, рабочий. Он уже вот и покоцанный, поменяю крючки. Вот. Кому если интересно, можете брать проверенные. И щука у меня на 5, тоже там 5,5 я вот ловил на него. Вся крупная рыба, вот на этот воблер. Повставляю, посмотрите. Так что все, отпускаем нашего красавца. Так, спасибо тебе, дружище, огромное за поклевку. Так, только не кусайся, пожалуйста. Опа.
Все, ушел. Красота. Ой, спасибо большое за поклевку, ощущения. Фух, красота. Ну а мы, друзья, ловим дальше, заряжаемся, едем. И ловим что-нибудь еще интересное. Так что поставим лайк, подпишемся на канал. Думаю, будет, друзья, интересно. Ох, ребят, да, разыгралась погодка, конечно. Было разыгралась, а сейчас какой-то ветер, но его и передавали, поменялся. И Дима с Володей, наши коллеги с Латвии, сказали, придет к вам погода. Я говорю, да нет, ребята, там показывает без осадков. Но вот сейчас надо идти, наверное, на берег, потому что будет плохо. Потому что идет вон туча большая. Хочу забрать вещи сейчас. Пойдем спрячемся. Опа. Вот такая красивая, друзья, идет тучка к нам. Да, погодка, конечно, класс. Так, ребят, только уехал, дождь, камеру спрятал, поклевка. Ну, небольшая щучка, наверное. По всплескам видел, что было здесь. Ну да. Ух ты! Ну как небольшая. На жареночку. В принципе, неплохая. Не знаю, все мокрое, нечем вытереть. Сейчас. Ну, проверяю те места, которые... А, ё-моё. Проверяю, ребят, те места, где плавал с эхолотом. Вот, без эхолота просто сегодня. Глубина плюс-минус я знаю. Ну вот. Воблер поставили и погнали. Так, все. Сейчас мы ее... Так, микрофоны все позакрывал. Не знаю, звук нормальный будет, нет. Сейчас хочу эту взвесить, пристреляться, сколько она тут. Ну вот, кило где-то 100, кило 140, ребят. Нормально. Возьмем. Да, ребят, волна поднялась вообще сумасшедшая, аж белые барашки. Стараюсь найти такие укромные места. Твичингом я не бросаю, просто, ну, обычной дорожкой тягаю. Как в детстве рыбалка такая. Не знаю, как меня слышно, вроде должно быть нормально, но сейчас еще покатаюсь немножко и буду собираться, наверное, домой. Просто сумасшедший ветер. Так, в общем, друзья, вот такая разыгралась у нас волна. Никто не ожидал, был ветер поменьше, осадки передавали, без осадков передавали, но, к сожалению, наши синоптики
нас обманывают. Чуть выехал, выгреб, точнее, домой, и шел по этой стороне, вот, где стоит лодка, пристань. Аккуратно шел, пару моментов было опасных. Лодка так черпала воду, боялся, если черпанет, то ушел бы я вместе с этой лодкой. Поэтому вот такие жесткие корпуса, которые без блоков плавучести, вот такие, самые дешевые, только в спокойную воду, если ходить. Взял тут кепку, сбросил, тут мокрое все было, решил позагорать, вот, пока тут солнышко есть. Вот, сейчас буду, в общем, слаживать вещи и собираться домой. Ну, а уже в следующий раз, когда будет время, попробую выбраться с эхолотом, тоже так же, как в старые добрые времена, подорожить, посмотреть, поизучать места, посмотреть, как эхолот показывает, потому что вот сегодня было бы интересно посмотреть, вот как эта щука вот клюнула сом, как она выглядела в эхолоте, чтобы немножко так вот ориентироваться. Поэтому такая рыбалка сегодня небольшая получилась. Сегодня, в принципе, у меня трофей. Ну, как не могу никак все это 5,5 килограмм перейти вес. У меня все рыбы, которые ловил, щуки, вот сом, да, 5,5 килограмм. Больше не получается у меня как-то перейти, этот вес перевалить. Ну и щучка была, поклевок больше не было. Так что на этом я свое видео заканчиваю. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свои комментарии. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. До новых встреч. Пока.